Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Лечение астмы народными средствами. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Бронхиальная астма – сложное хроническое заболевание дыхательной системы человека. Она проявляется приступами удушья, одышкой, скоплением мокроты в бронхах. Проявления болезни значительно ухудшают качество жизни человека, страдающего от этой болезни, влияют на функционирование многих органов и систем. Нетрадиционные методы борьбы с астмой, предлагаемые в этой статье, не являются альтернативой консервативному лечению. Они дополняют действие прописанных врачом лекарств и могут применяться после консультации со специалистом. Лечение астмы методом доктора Батмангхелиджа. По мнению иранского врача Батмангхелиджа, обезвоживание организма человека и развитие бронхиальной астмы – два процесса, непосредственно связанные друг с другом. Это открытие доктор сделал совершенно случайно, находясь в заключении. Он вылечил сильнейшую боль в желудке у своего сокамерника, предложив ему выпить несколько стаканов чистой воды. Заинтересовавшись полученным эффектом, Батмангхелидж подвел под него теоретическую базу, написав большое количество научных работ о лечебных свойствах воды. Он утверждает, что истинная потребность организма в воде проявляется не только сухостью в глотке и чувством жажды. Локальное обезвоживание участков тела больного приводит к появлению различных патологий, в том числе и к бронхиальной астме. Суть этого процесса заключается в следующем. Обезвоженные микрососуды слизистой оболочки бронхов провоцируют выброс гистамина тучными клетками. Дефицит воды в микрососудах слизистой оболочки бронхов провоцирует переполнение их кровью. Начинается воспалительный процесс. Без симбиоза воды и сурфактанта альвеолы остаются не в полной мере выстланы влагой, что приводит к уменьшению в них сил натяжения. Альвеолы в таком состоянии не могут полностью вытолкнуть отработанный воздух наружу. Для входящего воздуха остается мало места, организм астматика не получает достаточно кислорода, возникает приступ удушья. Избыток гистамина, вырабатываемого в бронхах в большом количестве, приводит к бронхоспазму, сужению просвета бронхов и сильное сокращение их мышечных стенок. Появляются кашель, одышка, удушье. Излечение астмы по методу доктора Батмангхелиджа заключается не просто в утолении жажды водой. Пить ее нужно по определенной схеме. Выпивать по 2 стакана жидкости за полчаса до еды и 1 стакан чистой воды спустя 2,5 часа после нее. Дополнительно воду принимают еще и для утоления жажды. Нежелательно во время лечения пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин, так как все они способствуют обезвоживанию. Еще один важный момент. Для нормализации равновесия микроэлементов в организме нужно употреблять обычную соль, положив под язык после прописанного по этой методике питья несколько ее кристаллов. Лучше, если это будет морская соль, хотя и обычная поваренная тоже подойдет. Медикаменты, прописанные врачом, принимают в прежней дозировке. Дополнительно увеличивается и дозировка витаминно-минеральных комплексов, так как с увеличением объема мочи увеличивается количество выводимых вместе с ней нужных организму микро- и макроэлементов. Рецепт из книги «Исцеляющая тайна воды за 7 замками». Астма и аллергия возникает из-за кризиса, вызванного избытком кислотных метаболитов и аллергенов. Наружные проявления маскируют глубинные проблемы, возникающие в организме из-за нехватки воды. Препараты, входящие в схему лечения этих заболеваний, со временем перестают проявлять свою эффективность, и их дозировку приходится корректировать в сторону увеличения. Следуя методу Батмангхелиджа, можно убедиться в том, что подсоленная вода очищает легкие от слизи и мокроты, останавливает сухой кашель, повышает воздухообменную способность легких. Автор книги предлагает применить при лечении бронхиальной астмы метод раскачки метаболического маятника. Принимать подсоленную воду с приемом ультрапресной воды в соотношении 3 к 1. То есть 3 дня употребляете соленую воду и 1 день пресную. Возможно чередование 6 к 2. Казалось бы, прием слегка подсоленной воды является противоположным приему ультрапресной, и объединять их в одном лечении абсурдно. Однако это не так.
Практика показала, что это две стороны одного общего метода лечения, который заключается в усилении гидратации и очистке организма от аллергенов. Вода не должна быть кипяченой, мертвой водой, усугубляющей болезнь. Живую воду получают, замораживая ее, и оттаивая применяют талую воду в качестве ультрапресной. Подсоленная вода готовится так. Пол чайной ложки соли растворяют в 10 стаканах воды. При приступах астмы. Для облегчения астматических приступов положите щепотку соли на язык, перед этим выпив 1-2 стакана воды. Соль – сильный природный антигистаминный препарат. Она снимает сужение, микроспазмы бронхов. Применение соли – один из наиболее эффективных способов снятия астматических приступов и лечения астмы при условии многомесячного лечения. Она эффективна так же, как ингалятор, но не оказывает токсичного воздействия. Соль помогает в процессе очищения легких от сгустков слизи и мокроты, особенно при астме, эмфиземе и кистозном фиброзе. Аллергия. В свою очередь, при аллергии прием ультрапресной воды по времени должен наоборот в 3 раза превышать прием слегка подсоленной воды. Предостережение. Пропорции соли и воды должны соответствовать потребностям организма, быть сбалансированными. Излишки соли нужно вымывать достаточным количеством воды. При патологиях сердца и почек нужно начинать с минимальных доз соли. А лучше всего пить только ультрапресную воду в первые 1-2 месяца. Чтобы не усугублять скрытую жажду, не нужно пить кофе, чай, алкогольные напитки, кока-колу. Лечение астмы по народному рецепту. Значительно улучшить состояние больного астмой поможет старинный рецепт. Нужно смешать следующие ингредиенты: сок алоэ с мякотью, мед, сок вызревшей картошки, сок черной редьки, водка. Каждый компонент берут по 200 мл, стакан. Смесь ставят в темное место на 3 дня, периодически перемешивают или взбалтывают. Рекомендуемая доза – 1 столовая ложка по 3 раза в сутки. Хотя лекарство и отличается неприятным вкусом, его высокая эффективность купирует острые симптомы болезни на 1,5-2 года. При аллергии на продукты пчеловодства мед заменяют сахаром. Душица от приступов астмы. Это лекарственное растение широко используется в народной медицине для лечения большого количества заболеваний. При лечении бронхиальной астмы ценится отхаркивающее и патагонное действие настоя душицы. Для облегчения состояния больного применяют следующий рецепт. Залить 2 чайные ложки измельченной травы 200 мл кипятка. Настоять в течение получаса. Принимать настой по трети стакана за полчаса до еды 3 раза в сутки. Используя этот рецепт, нельзя забывать о противопоказаниях. Средство не применяется при беременности, а для мужчин срок его применения ограничен 7 днями в течение года. Овес от астмы. Пол-литровую банку зерен овса перебрать, очистить от шелухи и как следует промыть. В кастрюле вскипятить 2 литра молока и пол-литра воды. Затем сыпать туда овес, закрыть крышкой и кипятить на слабом огне около 2 часов. Должно получиться примерно 2 литра отвара. В 150 мл отвара добавить чайную ложку меда и столько же растопленного сливочного масла и выпить в горячем виде натощак. Лечение длительное, принимать отвар овса следует не менее 1 года. Можно хранить в холодильнике. 2 стакана очищенного и промытого овса заливают кипятком 2 литра и кипятят на медленном огне около часа, постоянно помешивая. Затем добавляют свежее козье молоко пол-литра и варят еще полчаса. Готовый отвар принимают в горячем или теплом виде, добавив ложку меда. Пьют по полстакана за полчаса до еды. 1 кг молотых зерен овса заливают водой 2 литра, кипятят 10-15 минут. После остывания процедить и добавить 100 г сока свежих листьев алоэ и 100 г коньяка. Принимают по 2-3 столовые ложки после еды утром и вечером. Овес измельчают в кофемолке вместе с шелухой. 1 столовую ложку измельченного овса заливают стаканом кипятка и настаивают 2 часа. Пить по полстакана 2-3 раза в сутки. Эффективно при сильных приступах астматического кашля. Высыпать в термос полстакана овсяных хлопьев и залить 1 литром кипятка.
Смесь пьют после еды, предварительно процедив и добавив 1 столовую ложку свежего лукового сока. 1 кг зерен овса с шелухой залить 2 литрами и кипятить на медленном огне 2,5 часа. Затем процедить, добавить измельченные листья алоэ 100 грамм и столько же меда. Корень солодки измельчить, залить стаканом кипятка и настаивать 1 час. Каждый день за полчаса до завтрака употреблять 1 столовую ложку овсяной смеси, запивая ее отваром солодки. Имбирь от астмы. Спиртовая настойка имбиря. Свежий корень имбиря натереть на терке и залить спиртом или водкой из расчета на 300 грамм измельченных корней 500 мл спирта. Емкость со смесью убирают в теплое место на 10 дней. Затем настойку процеживают, мезгу отжимают. Пьют при бронхиальной астме 2 раза в день по 1 чайной ложке. Запивают теплым молоком или кипяченой водой. Курс лечения имбирной настойкой длится 1 месяц, после чего делают перерыв на 2 недели. Отвар корней имбиря. Высушенный корень имбиря 4-5 см натирают на терке и заливают холодной водой. На водяной бане нагревают, пока смесь не начнет кипеть. Затем закрывают крышкой и варят 20 минут. Посуду с готовой смесью плотно закрывают и оставляют, пока она полностью не остынет. Употребляют в подогретом виде по полстакана перед едой. Настой можно принимать, просто добавив в чай. Сок имбиря при астме. Из свежего корня имбиря выжать сок. На 30 грамм имбирного сока добавить щепотку соли и пить при сильных приступах. Для облегчения симптомов рекомендуется смешать столовую ложку сока с медом и принимать перед сном. Смесь запивают теплой водой или травяным чаем. Эфирное масло имбиря для ингаляции. Натереть на терке небольшой кусочек имбирного корня. Залить оливковым или персиковым маслом, плотно закрыть и греть на водяной бане 3-4 часа или в микроволновой печи 10 минут. Масло остудить, процедить и убрать в темное место. Для ингаляции нужно тщательно помыть 1-2 средние картофелины. Нарезать вместе с кожурой, залить водой и поставить варить. Как только картофель станет мягким, туда добавляют несколько капель имбирного масла и вдыхают пары. Длительность ингаляции не более 15 минут. В это же время рекомендуется пить горячий травяной отвар. Процедуру делают на ночь перед сном. После ингаляции не рекомендуется выходить на холодный воздух. Другие народные средства от астмы. Лечение астмы чесночным маслом. Очень хорошим мягким и бактерицидным народным средством в лечении бронхиальной астмы является чесночное масло. Чтобы сделать чесночное масло, разотрите 5 больших долек чеснока, добавьте соли по вкусу и смешайте со 100 граммами сливочного масла. Вот и все. Такое масло можно есть, просто намазывая на хлеб или добавлять в пюре. Отвар из багульника. Для лечения бронхиальной астмы и бронхитов в качестве отхаркивающего с противоаллергическим эффектом средства применяют отвар из травы багульника. В стакан кипятка кладут 1 столовую ложку измельченной травы багульника. Кипятят в течение 10 минут. Пьют по 1 столовой ложке 5-6 раз в день. Отвар корней девисила. Взять 3 литра молочной сыворотки. Добавить по 100 граммов измельченных корней девисила и меда. Все перемешать и поставить в духовку. Когда сыворотка закипит, температуру в духовке снизить и оставить на 4 часа. Принимать по 1 столовой ложке за полчаса до еды 3 раза в день. Курс лечения продолжать до тех пор, пока не закончится лекарство. Перекись водорода. Каждое утро принимайте за полчаса до еды по 30 капель перекиси водорода, разведенные в полустакане воды. Соляная лампа и галотерапия при астме. Положительное влияние солевых ингаляций при бронхиальной астме неоспоримо. Единственное, что не способствует их широкому применению – влажный воздух, попадающий в бронхи и провоцирующий их спазм и выделение мокроты. Этих недостатков лишены такие методы, как галотерапия и применение солевой лампы. Лечение в природных солевых пещерах доступно не всем астматикам. Для облегчения их состояния создаются искусственные условия, идентичные тем, что созданы природой.
Это галокамеры, представляющие собой помещения, в которых при помощи галогенератора распыляются специальные подготовленные частицы соли. Воздух ионизируется, что позволяет улучшить состояние больных астмой. Результаты лечения в галокамере. Улучшается дренаж бронхов и отхождение мокроты. Снижается интенсивность воспаления. Оздоравливается микрофлора дыхательной системы за счет бактерицидного эффекта. Восстанавливается иммунная система организма больного. У большого количества пациентов проходит кашель, насморк, одышка, нормализуется сон. Галотерапию можно принимать не только больным астмой, но и использовать для профилактики дыхательных патологий работникам вредных производств, детям и взрослым с аллергическими проявлениями, лицам, живущим в регионах, неблагополучных по экологии. Таким же эффектом, только в менее выраженной степени, обладают солевые лампы, созданные на основе гималайской соли возраста более 250 миллионов лет. Солевая лампа выделяет во время работы отрицательные ионы, что позволяет очистить в помещении воздух, провести профилактику проявлений астмы, снизить концентрацию плесневых грибков и микроорганизмов. Как выбрать солевую лампу? Для оптимального действия важно выбрать качественную солевую лампу. Для этого нужно соблюдать несколько несложных правил. Для помещения объемом до 15 квадратных метров достаточно лампы до 3 кг веса. Большая площадь комнаты требует приобретения лампы весом до 5 кг. Очень большие помещения для качественной обработки воздуха могут потребовать приобретения нескольких экземпляров. Можно разместить одну солевую лампу около кресла или кровати, в которой находится больной. Нужно выбирать кристалл без трещин, сколов и других повреждений. Допускаются микротрещинки природного происхождения, что чаще всего встречается у необработанных кристаллов. Комплектующие солевой лампы должны быть устойчивыми, прочными и качественными, без дефектов, перекосов. Желательно, чтобы лампа была смонтирована на широкой подставке. Желательно приобретать лампу, удовлетворяющую эстетическим требованиям, после качественной шлифовки, хотя это в принципе вторично. Нежелательно размещать лампу во влажном помещении, протирать ее от пыли мокрой салфеткой. После высыхания лампа полностью сохраняет свои ценные свойства. Меры профилактики. Чтобы не допустить возникновения этого заболевания или развития осложнений, применяют первичную и вторичную профилактику. В группе риска находятся курильщики со стажем, больные с проявлением аллергии или атопическим дерматитом, те, кто имеет семейную предрасположенность к этому заболеванию, лица с вредными производственными условиями. Первичная профилактика для лиц группы риска. Уменьшение контакта с аллергенами. Строгое соблюдение мер гигиены по содержанию жилых и служебных помещений. Перемена места жительства на более благополучные по экологии регионы. Здоровое питание. Отказ от вредных привычек, курение, алкоголь. Согласование дозировки принимаемых лекарственных средств с лечащим врачом. Вторичная профилактика для облегчения состояния больных бронхиальной астмой, предупреждение приступов удушья и прогрессирования болезни. Тщательная очистка жилища от предметов, которые могут концентрировать пыль, ковров, старой мягкой мебели и матрасов, мягких игрушек, тяжелых штор, старых книг, комнатных растений, замена постельного белья и полотенец на абсолютно новые. Строгие гигиенические требования к уборке жилых и служебных помещений, отказ от бытовой химии, применение для уборки только детского мыла и микрофибровых салфеток и полотенец. Замена старых стеклопакетов на новые, герметичные. Приобретение кондиционера с ионизатором для профилактики проникновения в помещение пыльцы цветущих растений. Борьба с захламленностью помещения, развитие плесневых грибков. Отказ от содержания домашних животных, аквариумных рыбок. Исключение из меню пищи с вкусовыми добавками, консервантами, аллергенами. Отказ от курения. Контроль над состоянием воздуха в помещении путем сбора проб. Эти меры профилактики обострений будут еще более действенными при тщательном соблюдении рекомендаций врача, использовании дыхательной гимнастики, регулярном санаторно-курортном лечении по профилю заболевания. Автор статьи – Соколова Нина Владимировна, врач-фитотерапевт. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.